Всем привет, дорогие друзья! В феврале NCSoft выпустила тизеры 5 новых игр, находящихся в разработке. А сегодня появилась информация о новой полноценной MMORPG и о судьбе проекта Lineage Eternal, который лет 7 назад некоторые игроки между собой называли Lineage 3. Проект несколько раз откладывался и переделывался. В конечном итоге он получил имя Throne and Liberty, от первоначальной концепции в нем ничего не осталось, и даже более того, из изометричной игры по типу Lost Ark он превратился в традиционную MMORPG от третьего лица. При этом стало известно, что в ней есть несколько очень интересных и уникальных концепций. Сейчас NCSoft пытается совершить полный разворот в своей политике, сделав упор не на мобильные игры, а на ПК и консоли. А еще из последнего интервью стало известно, что разработчики в новых играх отказались от вселенной Lineage и будут развивать свою новую вселенную, в которой наряду с Throne and Liberty анонсировано еще и Project E, трейлер которой также был представлен сегодня. Вся самая последняя информация по новым играм в этом ролике, после короткой рекламы от известной студии. Менее суток назад NCSoft выложила очень много информации по своим новым проектам Project E и Throne and Liberty, ранее известный под названием Project TL и Lineage Eternal. Увидев кадры из трейлера Throne and Liberty, можно сказать, что со времен анонсов 2011 и ЗБТ 2017 года игра претерпела кардинальные изменения. Изначально она должна была стать наследницей идей Lineage и конкурентом Lost Ark, а ее события по ранним задумкам разворачивались спустя 70 лет после событий Lineage 1. Те, кто смотрели мой большой обзор на Lineage 1, без труда могут найти множество визуальных сходств между этими играми. После серии ЗБТ в 2017 году игра была переименована в Project TL и претерпела много разных изменений, а ее выход постоянно откладывался. При релизе Lineage W разработчикам пришлось пояснять, что это новая игра, а не многострадальная Project TL. Месяц назад стало окончательно известно, что Project TL полностью уходит от вселенной Lineage, переименовывается в Throne and Liberty и создает свою новую вселенную. В интервью разработчики заявили, что в процессе разработки многие оригинальные механики и контент приходилось адаптировать или удалять, чтобы следовать современным тенденциям. В результате игровой процесс также постепенно стал отличаться от оригинала. Мы решили действовать решительно и написали совершенно новую историю, после чего в команде разработчиков возник вопрос, должно ли это называться Lineage. Поэтому мы изменили название, чтобы оно соответствовало новой истории. По заявлениям разработчиков, их работа будет отражать отзывы клиентов на этапе планирования и разработки. Долгое время команда вынашивала планы, но было мало возможностей для их реализации. Throne and Liberty — полноценная 3D MMORPG от третьего лица, в нее можно играть на ПК и консолях, выход заявлен до конца 2022 года. По словам разработчиков, ими были предприняты различные попытки сделать игру менее однообразной. Даже в одной и той же местности рельеф может меняться в зависимости от погоды, ход боя может меняться в зависимости от направления ветра, а также вы можете встретить новых мобов с течением времени. Соответственно, постоянно меняются методы и цели охоты. Географические особенности, окружающая среда и игрок — это три фактора, которые влияют друг на друга, и мы приложили немало усилий, чтобы даже в одной и той же местности игра проявлялась по-разному. Например, при стрельбе из лука направление и сила ветра влияют на дальность стрельбы. Когда солнечно, магия типа молния поражает только одну цель, но во время дождя она превращается в массовую. Есть также вещи, которые влияют на местность. В осадной войне существует несколько способов проникнуть в замок, включая подземную канализацию. Однако во время дождя эти места могут заполниться водой и стать непригодными. Игрок также может влиять на окружающую среду. При соблюдении определенных условий он при необходимости способен изменить местность, например, вызвав солнечное затмение или ливень. Очевидно, полюбившиеся всем осады в новой игре также будут масштабными. Особенно интересно выглядят осадные големы, которые, в отличие от L2, не только могут ломать стены, но и носят на себе целые боевые отряды игроков. В целом, из того, что было показано, можно сказать, что графика выглядит довольно приятно и сдержанно.
Средневековый сеттинг, приправленный не слишком цветастой магией. Наверное, это то, чего все ждали очень давно. Кроме того, большое внимание уделяется сюжету. Так, в интервью было сказано, чтобы история естественным образом раскрывалась в игре, мы в основном использовали различные инструменты и режиссерские приемы, которые встречаются в консольных и приключенческих играх. Второе, над чем активно работает команда, это сложный контент. В существующих играх NCSoft было много контента, ориентированного на соревновательную составляющую. Однако реальность такова, что большое количество игроков больше заинтересовано в преодолении хорошо продуманных задач, чем в соревновании за достижение своего максимума. Поэтому, создавая Tron and Liberty, мы постарались включить много таких сложных моментов. В частности, игроки могут хорошо прочувствовать эти моменты при фарме боссов, а этого можно добиться только в том случае, если несколько игроков хорошо понимают характеристики и навыки каждого босса и грамотно используют свои способности. Кроме того, разработчики рассказали о совершенно новом способе передвижения игроков по миру. С целью сократить число перемещений при помощи телепортации была придумана новая интересная механика превращения в животных. Существуют области, которые реально исследовать только хорошо используя навыки передвижения определенных животных по земле, воде и воздуху. Вчера также был представлен трейлер еще одной игры от NCSoft, Project E. Она будет иметь азиатский сеттинг. Но самое интересное, что эта игра будет в одной игровой вселенной с Tron and Liberty. Разработчики заявили, что они хотят создать новую игровую вселенную, в которой могут развиваться действия нескольких игр. Действие Tron and Liberty и Project E происходит на одной планете, но на двух разных континентах. Tron and Liberty фокусируется на западной средневековой концепции Солизиума, а Project E на восточной средневековой концепции Лайсака. E в названии означает «восточный». Временной период один и тот же. Однако, поскольку континенты разные, особенности каждой цивилизации и история также отличаются. Важные события, произошедшие на одной и той же планете, интерпретируются и развиваются в двух играх совершенно по-разному, поэтому игроки могут получить фан, превосходящий все ожидания. Есть два основных события в сюжете. Первое — это попытка запечатать божество. Во времена войны старых богов попытка запечатать Силавис с помощью магического камня звезда Силависа в конечном итоге провалилась. Сам камень сконденсировался мощной энергией и разбился, а осколки разлетелись по всей планете. Таким образом, Tron and Liberty рассказывает о войнах за захват частей звезды Силависа. В Project E несколько осколков звезды Силак, аналогичных звезде Силависа, попадают на континент, после чего рождаются 4 небесных острова, одно тайное озеро и божественные создания, такие как божественные звери и божественные деревья, влияющие на континенты. Второе событие — это война. Сейчас люди учатся магии у эльфов, но в прошлом они воевали друг против друга с использованием магических способностей. Орки также ведут масштабные сражения, чтобы объединить свои племена. Из-за войн некоторые расы вынуждены покидать родные города и обосновываться на новом месте. В ходе этого процесса на континенте Лайсак из Project E эльфы меняют свои имена на Нирва, а орки на Яча. И это приводит к другим историческим событиям, которые развиваются в обоих проектах. К сожалению, геймплей Project E так и не был показан, и даже не совсем понятно, будут ли это игры одного жанра или совсем разных. Вообще, заметно, как NCSoft после длительного периода тишины пытается очень активно заявить о себе на мировом игровом рынке. Совсем недавно была выпущена Lineage W, основной особенностью которой должна была стать ее всемирная направленность. Хотя игра пока доступна только в Азии, во второй половине 2022 года она должна выйти и в других регионах. Далее мы увидели мировой релиз Lineage 2M, и вот теперь анонс новых игр, которые также должны выйти сразу в мировой релиз. Но что особенно важно, сегодня можно видеть, что впервые за много лет NCSoft решила отойти от паразитической эксплуатации вселенной Lineage, на которой были основаны игры Lineage 1, включая оригинал, ремастер и анонсированный, но не запущенный классик. Lineage 2 с его подразделением на Awakening, Essence и Legacy, Lineage M, Lineage 2M и Lineage W.
Теперь же NCSoft пытается создать новую игровую вселенную, а полная переработка ожидаемой уже более 10 лет Lineage Eternal в Tron and Liberty, по словам разработчиков, отражает их стремление выйти из вселенной Lineage. Пока сложно сказать, будет ли она полностью заброшена, или же NCSoft продолжит эксплуатировать ностальгию игроков. Но учитывая сказанное и то, что мы уже давно видим почти полное отсутствие развития сюжета второй линейки, тенденция вполне прослеживается. Хорошо это или плохо, покажет время и выход заявленных проектов. Будем следить за развитием событий. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. И это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.